Десерт стаканчика со вкусом морковного тортика. Это очень вкусно и готовится довольно просто. А весь процесс приготовления займет у вас не более получаса. Итак, приготовим сначала основу. Возьмем одно яйцо и отделим у него белки от желтков. Кстати, если вы боитесь, что в этом десерте будет чувствоваться вкус морковки, поэтому всегда избегали морковный торт, то это не так, морковь там абсолютно не чувствуется. К желтку я добавила подсластитель и немного кефира. А далее возьмем морковку. Ее необходимо нарезать на кусочки, чтобы удобнее было измельчить ее вместе с орешками в измельчителе. Можно также просто натереть ее на мелкой терке. Ну а орехи мелко нарубить ножом, но, конечно, такой способ гораздо быстрее. Добавляем их к остальным ингредиентам. Также нам понадобится один апельсин, у меня он довольно крупный, поэтому я возьму всего лишь одну его четверть. Нам необходимо с нее будет выдавить сок прямо к остальным ингредиентам, а также натереть немного цедры. Можно заменить на лимон, но с апельсином вкус получается более пряным. Ну а теперь хорошо перемешиваем. Ну а вы не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить еще больше вкусных и простых рецептов. Вот такая масса у нас получилась, к ней теперь добавляем муку, ее можно взять абсолютно любую на ваш вкус, а также немного разрыхлителя. Перемешиваем. Возьмем белок, который мы отделили в самом начале, и взобьем его до состояния стойкой пены. Я добавила к нему также щепотку соли. Остается только ввести белок в остальную массу, для этого аккуратно перемешайте ее, и у нас получится довольно воздушное тесто. Из него мы сделаем бисквит. Я буду использовать большую силиконовую форму, чтобы он у меня был тонкого размера, чтобы быстрее приготовился. И выпекать его я буду в микроволновке. Я ставлю его туда выпекаться сначала на 5 минут, а затем добавила еще 2 минуты. Он не должен быть слишком влажным, и даже если он немножко пересушится, совсем чуть-чуть, то ничего страшного, так как в дальнейшем мы все равно будем его перебивать в крошку. Это необходимо делать уже после того, как он хорошенько остынет и слегка подсохнет. Если он у вас получается слишком влажный, то допеките его еще некоторое время. Кроме микроволновки, конечно же, можно использовать духовку, там он будет выпекаться около 15-20 минут. Я нарезала его на кусочки и отправила в чашу комбайна, чтобы сделать из него крошку. Как видите, у меня она даже немножко вязкая получилась, но ничего страшного, такая консистенция нам тоже подойдет, так как бисквит сам по себе довольно влажный. Для крема я взяла смесь обычного творога пастообразного 5% жирности, сливочного сыра, добавила 2 столовые ложки сахарной пудры и буквально 2 столовые ложки молока, чтобы масса была не такой густой. Перебила все миксером, хотя можно на самом деле просто было перемешать венчиком. И эту массу переложила в кондитерский мешок, так будет гораздо удобнее формировать наш десерт. Буду использовать вот такие одноразовые пластиковые стаканчики, они отлично подходят для этой задачи. Сначала выкладываю немножко бисквита, а сверху слой крема. Я ничем не пропитываю, но можно также добавить немножко апельсинового сока. Затем снова бисквит и крем. Тут все очень просто. По желанию можно тут добавить еще какую-то фруктовую начинку, либо же нарезанные сухофрукты, либо же орешки. Украшаем наш десерт. Я для этого использую цедру апельсина, немного орехов, а также нашла у себя на кухне немного сушеного апельсина. По-моему, отлично смотрится. Этот десерт можно есть сразу, ему не нужно пропитываться, он очень вкусный, и вы сами убедились в том, что он готовится очень быстро. Советую всем обязательно попробовать, особенно тем, кто раньше не пробовали морковный тортик. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.